Всем привет-привет! Пришло время смотреть подсказки на новую неделю. Пусть эта неделя будет хорошая, пусть она будет волшебная, не знаю. Чем ближе к Новому году, все равно я остаюсь романтиком и очень хочется верить в чудеса. Пускай эти чудеса наконец-таки придут. Да, я сказала, пускай придут чудеса, здесь выпала императрица. Вот. Ну, Таро тоже со мной согласна. Чудеса, представляете, аркан влюбленных. Не видно, вот так. То есть влюбленные и императрица. Таро привидений со мной согласна. Тоже говорит, пускай придет любовь. Да? Любовь в каждый дом, любовь в каждое сердце. Вот. Я не имею в виду любовь к человеку конкретному, я говорю о состоянии безусловной любви. Вот. Ну ладно, давайте смотреть. Да? Энергии новой недели. Шестерка кубков. Шестерка кубков нам говорит про какие-то воспоминания, очень приятные, такие, знаете, комфортные, теплые энергии. Возможно, наступает у кого-то ностальгия, да, кто-то вспоминает там свое детство. Вот, все равно все-таки приближение к Новому году, ощущение праздника, подготовки, да, вот эта суета. Сегодня у нас какое? 9, да, 10, скоро 20 дней до конца месяца, поэтому ощущение того, что, может быть, где-то ностальгия, может быть, где-то сталкиваетесь с прошлым, может быть, есть ощущение того, что нужно что-то завершать, да, какие-то дела прошлого как-то подгоняют, да. Может быть, есть вот это чувство, год завершается, надо все успеть, чтобы пойти в Новый год уже в новые энергии. Вот. Может быть, как-то прошлое всплывет. Прошлое всплывет. 10, да? И у нас это прогноз с 11 по 17, по 16. Я просто думаю, да, здесь про прошлое, что там из прошлого может выйти. Так, еще девятка жезлов. Пока здесь человек закрывается, да, обороняется, от чего вы здесь закрываетесь, от выбора. Не готов пока человек принимать какие-то решения, да, что-то выбрать. Человек взял паузу на подумать. Да, здесь, скорее всего, период завершать что-то, что уже когда-то было начато, и работать с тем, что уже имеем. То есть сейчас не время идти в новое. Еще какие энергии? Наконец-таки тройка кубков, да, праздник, общение, встреча. Может быть, будете встречаться с людьми, с которыми вам хорошо, которых вы уже знаете. Да, там, я не знаю, пойти куда-то сходить вместе, вечер провести, повеселиться, что-то вспомнить. Хорошая энергия. Здесь нету энергии новых начинаний. Так, ну-ка, отодвинем коробочку и посмотрим, что еще. Какие энергии? Энергия двойственности, да. Все равно есть ощущение того, что нужно что-то выбрать, но по семерке пентаклей мы как будто бы подождем, да, пока не время. Что нам нужно знать по поводу новой недели? Король кубков, да, у кого-то здесь появляется человек из прошлого, либо кого-то здесь будет беспокоить какие-то эмоции, да, страхи, сомнения. Не накручивайте себя лишнее, да, не думайте. То есть старайтесь не погружаться в какие-то негативные эмоции. Почему здесь появляются негативные эмоции? По аркану справедливости. Потому что время пришло, да, как-то выравнивать, время выравнивания, время справедливости. Да, здесь что-то нужно будет исправить. Но вы не будете готовы пока решать. Возможно, там что-то всплывет из прошлого. Вам нужно будет как-то принять какое-то решение, но вы понимаете, что в этот раз я хочу подумать, я не хочу торопиться. Вот, поэтому я отложу решение на потом. Вот, но все равно оно как-то вас тревожит. Беспокоит какие-то последствия принятого в прошлом вами решения. Еще что вам нужно знать на этой неделе. Королева мечей, да, что грядут какие-то перемены. Грядут перемены, все фигурные арканы, да, мы здесь вытаскиваем. По поводу будущего, что с этим будущим, да, здесь какие-то перемены будут. Будущее, как я и сказала, двойка кубков. Перемены идут в личной жизни.
в личной жизни, либо в партнерстве, либо в дружбе, либо это будет ваше состояние внутри себя, да, перемены, они будут гармоничные. Вот то, что в самом начале у нас выпадали, влюбленные, да, что вам нужно знать? Что вам нужно знать, что здесь будут перемены в личной жизни. Какие это перемены будут? Позитивные будут перемены. Да, позитивные. Тройка жезлов. Новые открываются либо горизонты, либо старые ситуации, как-то старые песни на новый лад. Сказал, старая песня на новый лад, дьявол появился. Ну, не отпускает нас с вами прошлое, да, как бы мы с ними не распрощалась, дьявол говорит, да не отпущу я тебе так. Видимо, что-то не доработали. Вот, хорошо. Что хорошего будет на этой неделе? Вот я хочу просто посмотреть, что хорошего, завершение. Завершение, что здесь ставим точку? В каких-то страхах, в какой-то неуверенности, в какой-то недосказанности. Знаете, у меня такое ощущение, что вот как будто бы здесь какое-то прояснение, здесь выпадало аркан справедливости, какое-то прояснение, как-то ситуация прояснится, Луна уходит, вы как-то определяетесь, с чем вы тут определяетесь. Аркан отшельника, да. Вы определяетесь и находите какие-то ответы внутри себя, что-то вам становится понятно, что-то проясняется. Картинка здесь проясняется. И тройка пентаклей, она вам покажет, как вам дальше действовать. То есть идти ли вам в то предложение, которое здесь будет, или нет. Либо уже что-то новое строить. Такое ощущение, что, знаете, вот как-то Гельштальт, он закрывается. Но мне хочется посмотреть этого дьявола. Дьявол у нас говорит про пажа жезлов, да, то есть какие-то здесь новые сообщения, либо какая-то новая информация, встреча, предложение судьбоносные. Да что ж такое, да? Что это за неделя такая? Что здесь за перемены какие-то судьбоносные идут? Ну, рыцарь жезлов и говорит о том, что действительно какие-то очень быстрые перемены, внезапные, неожиданные, судьбоносные. Ну вот дьявол решил поприкалываться. Так, хорошо, чего стоит опасаться? Чего стоит опасаться? Аркан мира. Чего стоит опасаться? Знаете, как-то вот не будьте опрометчивы, да, либо в своих начинаниях, либо в каком-то своем завершении. Вот какой-то первый шаг, вы как-то хотите, не знаю, то ли вырваться из какой-то ситуации, то ли уже хотите открыть дверь в новое, то есть здесь как будто бы не нужно торопиться. Здесь не нужно торопиться. Да, здесь, знаете, может быть еще такая ситуация, что да, она как будто бы прояснится, но нужно время, чтобы... Вот, знаете, вот солнышко вышло из-за туч, но она только появилась. И прежде чем небо будет чистым, нужно время, чтобы эти тучки разбежались. И вот здесь какая-то такая ситуация. То есть не торопитесь сразу делать выводы. Неважно, какие они, позитивные либо негативные. То есть либо сразу не очаровывайтесь, либо сразу не разочаровывайтесь. Да? Ну, то есть нужно время. Да? Здесь ситуация как-то прояснится. Боже мой, что же за судьбоносная ситуация здесь, которая какое-то время была статичной, не развивалась. Возможно, это связано как-то с конфликтом, либо с какой-то ссорой, либо с какими-то словами, ну, достаточно болезненными, резкими, да, либо кто-то проявил как-то свой эгоизм. Боже мой, в общем, здесь что-то такое происходит. Да, и был уход, было расставание. Я не знаю, если вы понимаете, но здесь для кого-то вот прям какую-то конкретную ситуацию описывают. В принципе, я хотела посмотреть энергию, но здесь вот какую-то конкретную ситуацию показывают. Возможно, было расставание, возможно, это была пауза, не знаю. В общем, что-то здесь идет вмешательство дьявола, и дьявол решил посмеяться над нами под конец года. Вот, и говорит, что что-то здесь будет, какие-то судьбоносные перемены. Опять же таки, это может касаться не только личной жизни, да, вот, хотя нам, конечно, выгодно так смотреть. Это может касаться какого-то партнерства, да, то есть это может быть даже касаться какой-то дружбы, это могут быть коллеги на работе, да, то есть здесь какой-то один конкретный человек.
Вот, так, что уйдет на этой неделе? Вот окончательно, что уйдет? Не хочу я дьявола закрывать, не знаю почему, мне хочется, чтобы он там был. Что уйдет? Шут уйдет, да, уйдет, не знаю, какая-то глупость, какой-то вот, не знаю, розыгрыш, что ли, какая-то насмешка над вами уйдет, да. Не знаю, ваше ощущение, состояние души такое, что вот кто-то, я говорю, кто-то мной как-то вот попользовался, как-то надсмеялся, что ли, какая-то роковая ошибка, что ли, что-то такое непонятное. Вот это уйдет. А что придет? Паж мечей. Придет какая-то новая информация, которая, скорее всего... Да, и туз жезлов, придет что-то новое, новый шанс, новая возможность. Смотрите, пажи выпадают, да, и тузы. Новый шанс, новая возможность, аркан силы, да, как прилив энергии. Здесь, скорее всего, знаете, как-то что-то такое произойдет, и вы почувствуете облегчение. И для кого-то это вот как-то возвращение какой-то частички вашей души, что ли. И отсюда вы почувствуете прилив. Не знаю, может быть, получите какое-то подтверждение, признание чего-то, да, в своей жизни, что вот вы, не знаю, что поступили правильно, либо как-то сделали что-то правильно, либо что вы являетесь важным человеком в жизни того, кто здесь появится, да, либо в этом прошлом. В общем, вы чувствуете здесь прилив энергии, и это классно, это здорово. Совет да любовь, да? Башня, разрушайте. Разрушайте любой контроль и любое желание управлять ситуацией. Здесь такое, знаете, ощущение и стабильность. То есть вот вы как будто бы для себя выбрали какую-то стратегию, да, какое-то направление, и здесь говорится о том, что этого делать не надо. Вот разрушайте, доверьтесь. Вот здесь, знаете, как плывите по течению. Не надо ничего решать, не надо не принимать никаких решений, не надо как-то договариваться, как-то что-то там, я не знаю, убеждать друг друга. Вот просто доверьтесь и больше улыбайтесь. Не знаю почему. Вот больше улыбайтесь и радуйтесь. Вот от вашего настроения как будто бы будет зависеть то, в какое русло эта река поплывет. То есть сказать, что вот вы как-то можете... Здесь понимаете как? Вы в этой ситуации можете накосячить, если вы будете в нее вмешиваться. Вот прям осознанно, да, если включится ваше эго по императору. Если мы уберем все предрассудки, если мы уберем все предубеждения, вот эту вот жесткость, бескомпромиссность, готовность вот на все влиять, и просто доверимся процессу. Потому что башня говорит, разрушайте это. Доверимся процессу. И такое ощущение, что как будто бы судьба хочет предложить вам что-то хорошее. И только лишь вы своим эго, как белый шум, можете привнести помехи. Ну, тем самым усложните себе жизнь. Поэтому хоть один раз в жизни доверьтесь ситуации и просто наблюдайте. Здесь не говорит о том, что нужно вот прям довериться этой ситуации прям 100%. Нет, здесь не мешайте. Не мешайте, наблюдайте, как будет разворачиваться ситуация. А потом мне на следующей неделе напишите, да, что у вас здесь произошло. Вот, и что... как вы поступили. Потому что здесь есть соблазн того, что вот я хочу проявить свое я хочу вот доказать, показать. Здесь и так будет признание вас, да, то есть вы ничего даже можете не делать, здесь вы получите вот эту сатисфакцию, которая здесь необходима. В общем, я не знаю, какая такая неделя, какое настроение у таролога, такая и неделя. В общем, я вам пожелаю, какой недели вам пожелать? Любопытный, интересный и какой-то непредсказуемый, но в хорошем ключе недели. Не забудьте потом отписаться. Всем пока-пока.